Наша история начинается с того, что сестра Кандзи умирает от рака, и он клянется найти лекарство от этой смертельной болезни и начинает работать над тем, чтобы стать ученым. После 40 лет напряженной работы он становится известным фармацевтом, но из-за переутомления ему приходится вздремнуть, но его перевозят в другой мир. Он открывает глаза, чтобы обнаружить себя в совершенно другом мире, и замечает перед собой девушку по имени Лот. Она рассказывает ему, что несколько недель назад в него ударила молния, и с тех пор он находится в коме. Он внезапно осознает, что должно быть умер во сне и был перенесен в альтернативный мир. Он честно говорит Лоте, что ничего не помнит ни о себе, ни о своем прошлом, поэтому она приносит ему зеркало. Он смотрит в зеркало и видит, что теперь он находится в другом теле, мальчик по имени Фарма, с отметиной в форме молнии на руке. Лот говорит ему, что эта отметина была знаком бога медицины, но Фарма не имеет ни малейшего представления о том, что она собой представляет. Говорит о ней, игнорирует ее. Она объясняет, что их семья была королевскими фармацевтами на протяжении многих поколений и была почти такой же важной персоной, как король. Прежде чем привести его в зал и показываю ему фотографии его родителей. Она также рассказывает, что его семья также обладает невероятными способностями к магии, что приводит фермера в восторг, и он спрашивает, может ли он тоже заниматься магией. Это шокирует ее до глубины души, когда она спрашивает его, не помнит ли он чего-нибудь о магии. Он качает головой, и она говорит ему, что главная черта дворянина – это способность творить магию, и без этого люди будут считать его низкорожденным. Она объясняет, что он когда-то пользовался магией воды и был очень хорош в этом, прежде чем посоветовать ему попытаться вспомнить, как творить магию. Он возвращается в свою комнату и садится на кровать, размышляя, как ему вообще начать практиковаться. Но подумав о химическом составе воды и поразмыслив о молекулярной структуре, он внезапно почувствовал, как что-то движется, и из его рук начала вытекать вода. Он быстро подбегает к окну и заканчивает тем, что выплескивает много воды в сад, пытаясь остановиться. В конце концов, ему удается остановить поток воды, и к концу он совершенно измотан. Лот, который находится в саду, приходит в восторг, увидев, что он не забыл использовать магию, и бросается наверх. К тому времени он уже пытается думать о различных молекулярных композициях и обнаруживает, что может создавать сложные составные вещи, если знает об их молекулярной структуре. Она поднимается наверх и снова спрашивает, не забыл ли он также все свои знания в области медицины, и ведет его в библиотеку. Библиотека была огромной, с огромной коллекцией книг, и она сказала ему, что он прочитал их все и запомнил слово в слово. Он берет в руки книгу, и хотя он никогда раньше ее не видел, он понимает, что все, что содержится в книге, уже находится в его сознании, как будто он ее читал. Некоторые воспоминания мальчика все еще с ним. После обеда он отправляется на ужин, где его семья выглядит обеспокоенной его благополучием, за исключением серьезного мужчины, который оказывается его отцом. Его отец был счастлив, что он чувствует себя лучше, но безжалостно начал задавать ему медицинские вопросы, чтобы проверить, цела ли его память или нет. Нет. Его мама пытается уговорить его отца успокоиться, но фармацевт говорит ей, что все в порядке, и отвечает правильно. Его отец, кажется, удовлетворен его ответами и говорит ему, что он должен возобновить свое обучение магии у самого Тамарвуда, и Фарма немедленно соглашается. На следующий день он спускается вниз и встречает свою учительницу, которую зовут Эллен. Она относится к нему с подозрением и утверждает, что он не похож на фермера, которого она знала. Она знает о том, что у него нечеткая память, и говорит ему, что отныне она лучшая ученица его отца и его наставник. После этого она спрашивает его, помнит ли он магию, на что он отвечает, что нет. Она говорит ему, что сегодня у них будет урок по пересмотру, и объясняет ему классические вещи о том, как существует несколько элементов, включая огонь, воду, воздух и земля. И с ее помощью можно создать кучу нового дерьма. Она ведет его к банкам и спрашивает Сина, захватил ли он с собой волшебную палочку. Он спрашивает, не имеет ли она в виду ту, что у него в штанах, но она говорит, что ей не нравятся палочки ниже среднего размера, так как она королева размера. Взяв массивную букву «Л», он внезапно вспоминает, что видел палочку в своей комнате на стене, но подумал, что это не так. Это было декоративное украшение. Она вздыхает и достает свою собственную палочку, которая довольно огромная, и заставляет меня думать, что она из Таиланда, но давайте не будем предполагать все, что угодно. Она вручает ему свою огромную волшебную палочку и говорит, чтобы он использовал ее для создания базовой магии фонтана воды. Он кажется смущен и говорит, что не помнит, как это делается, поэтому она забирает палочку у него из рук и подходит к берегу, говоря ему, чтобы он сделал это. Посмотрите внимательно, как она собирается продемонстрировать это однажды. Она просто берет и создает фонтан из своего посоха, который производит на нее сильное впечатление. Я произведу на него большое впечатление, когда ночью вместе со своими сотрудниками создам множество безводных фонтанов. Затем она подходит к нему и передает посох, приказывая повторить, даже не объясняя, что и как она это сделала. В любом случае, Фарма — это Джик Ачат, и проходя мимо банка, в конечном итоге создает фонтан достаточно большой, чтобы соперничать с моими ночными фонтанами, которые это потрясает ее до глубины души, когда она падает. Она подбегает к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, и говорит ему, что у каждого человека есть определенное количество манны, которое он может использовать. И она боится, что в итоге он израсходовал всю свою манну. Она бросается назад, чтобы достать из сумки посох поменьше, и просит его крепко сжать его. Он кажется очень
очень опытен в захвате волшебных палочек, и оказывается, что это был своего рода измеритель для измерения маны, и в итоге палочка ломается, что совершенно шокирует ее. Она говорит ему, что в их мире такого никогда раньше не случалось, и поднимает его рукав, чтобы увидеть татуировку, которую Бог в конечном итоге сделал на его руке. И снова удивляется, увидев, что она светится. Фармацевт отмахивается от этого, но она говорит ему, что это не какая-то случайная метка, это знак банды Бога медицины. Она говорит ему, что он никогда не должен брать измеритель маны в присутствии кого бы то ни было, даже своего собственного отца, и в конечном итоге они останавливают процесс. Уроки на сегодня. На обратном пути они заканчивают тем, что садятся на скамейку, и во время игры он понимает, что может увидеть, есть ли у кого-нибудь какие-либо проблемы со здоровьем, если сосредоточиться. Он замечает, что палец Эллен выглядит синим, когда он сосредотачивается, и она показывает, что он прав, так как сегодня утром она поранила его. Но в конечном итоге это пугает ее еще больше, когда она отступает назад, говоря, что это слава, способность, которой обладает Бог любви. И говорит ему, чтобы он не убивал ее, прежде чем убежать в кусты. Какая безумная мысль. На следующий день он просыпается, и его отец звонит ему, чтобы сообщить, что у Эллен высокая температура. И она заявила, что по ее мнению больше не сможет заниматься с ним, что очень странно. Он также дает ему кучу лекарств и короткую записку, в которой просит передать ей это и передать привет. Он отправляется в особняк Эллен, который к тому же невероятно большой, и ждет в комнате, вспоминая, как она была напугана вчера. Внезапно главная дверь холла открывается, и появляется перепуганная Эллен, одетая в полный бронежилет. Она просит его не убивать ее и стоит у двери, в то время как он пытается успокоить ее и показывает, что у него даже нет своей палочки, что несколько смущает ее. «Расслабься». Она снимает маску с лица, но все еще сохраняет осторожность и спрашивает его, почему он здесь, в то время как он объясняет, что его отец послал его доставить ей лекарства. Она заходит внутрь, но снова начинает волноваться, думая, что фармацевты могли отравить лекарства. Он заверяет ее, что не делал ничего подобного. Затем он вручает ей лекарство, которое он создал, используя свои современные научные знания, и мазь для применения, что также касается ее. Однако он заверяет ее, что у него нет намерений причинять ей вред, и он по-прежнему хочет, чтобы она была его наставницей. Она говорит, что ему даже не нужно учиться, потому что он является реинкарнацией самого Бога медицины. Но он настаивает на том, что хочет, чтобы она была его учителем. Она кланяется и говорит, что если таково желание Бога, она последует за ним. Он честно признает, что понятия не имеет о магии в этом мире и не считает себя Богом. Он просит ее о помощи, потому что во всей библиотеке нет материалов по магии. Она заполнена книгами по медицине. Он говорит ей, что хочет научиться использовать свои новообретенные магические способности и контролировать их, и она соглашается научить его. Перед уходом не вручает ей букет цветов и говорит, что если она не станет его наставником, он заберет цветы обратно. На следующий день, во время прогулки по саду, к нему подходит Эллен, которая снова облачена в броню, но выглядит более расслабленной. Она говорит ему, что его магия слишком сильна, и ей нужно принять меры предосторожности, пока она не убедится, что он сможет безопасно с ней справиться. Она благодарит его за его лекарство и упоминает, что даже лекарства его отца никогда не действуют так быстро. Его лекарство больше похоже на чудо. Она также говорит ему, что решила стать его наставником, и объясняет, что они едут на заброшенный остров, потому что если что-то пойдет не так, этого не произойдет. Причините кому-нибудь вред. На острове они проводят целый день, тренируясь, изучая новые магические заклинания и смешивая различные элементы. Она говорит ему, что он учится на удивление быстро и должен овладеть этими заклинаниями в кратчайшие сроки, прежде чем вернуться на материк. После этого он сидит на лестнице, наблюдая за своими слугами, как полный придурок, но делая заметки. Он продолжает использовать свою способность «Волшебный глаз», отмечая все недуги своих слуг и то, что эта способность может и чего не может сделать. Наконец, осмотрев каждого слугу, он смотрит на Лот и обнаруживает, что у нее также есть проблемы с сухой кожей на руках, на которой появляются струпья. Он ходит по своей комнате и создает лекарства для рук Лота, используя свои современные знания в области медицины. Он создает целый ряд современных составов для получения превосходных современных лекарств. Затем он дает их Лоте, говоря ей, что это лекарство должно исцелить ее руки. Она вне себя от радости и спрашивает, может ли она поделиться им с другими слугами своей мамы. Он говорит ей, чтобы она не волновалась, поскольку он создал различные лекарства, изучив симптомы людей. Он идет с ней, чтобы раздать их каждому слуге, и все они вне себя от радости. Лот объясняет, что никто из них никогда раньше не получал лекарства от дворянина, потому что существует большая пропасть между дворянами и крестьянами. Дворяне часто не обращаются с крестьянами, а даже если бы и обращались, то лишь немногие из них были бы слишком высокомерны. Осознание этого печалит его, и он обещает сделать медицину доступной для простых людей. На следующий день утром ему звонит отец, и он заходит в столовую, чтобы найти своих родителей мрачными. Они объясняют, что его сестра Бленд заболела ветряной оспой, и никому не разрешается заходить в ее комнату в течение 3 недель. Некоторые слуги являются исключениями, как это случилось 4 года назад, когда Фарма заболела ветряной оспой. Разобравшись в ситуации, он возвращается в свою комнату. Он начинает думать о химическом составе лекарств, которые ему нужно приготовить. Он не уверен, что сможет создать такое сложное лекарство. Однако после бесчисленных попыток ему это удается. Он пробирается в спальню своей сестры,
хотя его там быть не должно. Бленд удивлен тем, как быстро она выздоровела. На следующий день он заходит в комнату своей сестры, пока его отец осматривает ее, впечатленный ее быстрым выздоровлением. Вечером он работает над созданием простого микроскопа. Его отец звонит ему и сообщает, что его пригласили в королевскую столицу с визитом. Он, кажется, действительно обеспокоен и начинает кашлять, пытаясь скрыть это. Фармацевтическая компания подозревает, что у его отца тоже есть какие-то проблемы с легкими, но надеется, что у его отца достаточно медицинских знаний, чтобы лечить самостоятельно. Его отец сказал ему, что этот королевский вызов исходит непосредственно от королевы, и что он пока не может раскрыть ему подробности. Но он хочет, чтобы он был там в качестве своего помощника, чтобы он мог научиться справляться с этими проблемами и узнать о других дворянах. Они оба садятся в экипаж и через некоторое время добираются до королевской столицы, которая кажется переполнена людьми. Они направляются прямо во дворец, где встречаются с длинноволосым парнем, который приветствует их обоих и ведет в огромный зал, заполненный людьми, которые выглядят обеспокоенными. Его отец спрашивает, каково текущее состояние королевы, на что парень с хвостиком отвечает отрицательно, но утверждает, что ее состояние, похоже, не поддается лечению. Они подходят к кровати королевы и кланяются, после чего королева показывает себя так, словно у нее уже есть одна нога. В гробу. Его отец подходит к королеве и начинает измерять ее пульс, прежде чем попросить фармацевта принести его сумку. После чего он забирает ее, берет образец крови и проводит некоторые магические исследования. После этого они переходят к окну, где начинают изучать гороскоп королевы, чтобы решить, будет ли она жить или умрет. Вау, какой удивительный доктор. Они смотрят на звезды, качают головами, когда понимают, что звезды не совпадают, и разговаривают между собой о том, что нет никакого способа спасти королеву и что она умрет к завтрашнему дню. Его отец снова подходит к королеве и просит его последовать за ним с каким-нибудь химическим веществом из его сумки, и фармер понимает, что он пытается накачать королеву крэком, чтобы она могла быть счастлива в последний раз перед смертью. Королева прямо спрашивает его, собирается ли она жить, и он отвечает, что лекарство действительно сильное, и оно должно подействовать. Когда он начинает позволять королеве сделать большой глоток из древнего бонга, Фарма оборачивается, когда слышит, как придворные обсуждают, как они собираются провести похороны, и понимает, что это всего лишь важный ритуал эвтаназии. А его отец просто пытается облегчить королеве путь к смерти. Фарма чувствует себя плохо и начинает думать, что он должен что-то предпринять, и использует свои особые способности, чтобы проверить, что именно вызывает проблемы у королевы. И ему удается выяснить, что проблема в ее легких, и это не может быть ни раком, ни туберкулезом. После тщательного изучения ее симптомов, он смог сузить круг подозреваемых до СПИДа и понял, что в тот период времени эта болезнь была неизлечимой. Но с помощью медицины будущего он сможет вылечить эту болезнь. Внезапно дверь открывается, и маленький засранец, плача, вбегает в комнату и идет к королеве, говоря ей, что он не хочет, чтобы она умирала, и прося ее никогда не покидать его. Она выглядит очень грустной, и именно в этот момент фармацевт решает, что он не может позволить ей умереть. Он подходит к ней, склоняется перед ней и просит разрешения вылечить ее болезнь с помощью нового лекарства, которое он разработал. Все придворные немедленно ахают, когда его собственный отец проходит рядом с ним и спрашивает его об этой чепухе. Фарм все еще утверждает, что он может лечить королеву, на что его отец ругает его, чтобы он не говорил, если он не знает, с чем имеет дело. Но королева останавливает его, сказав ему, что она позволит Фарме попробовать то, что он хочет, потому что он единственный, кто не пытается заставить ее кайфовать. Он благодарит ее и выбегает со двора, закрывается в комнате, заклинивает дверь своей ледяной магией. Он начинает доставать свои вещи из сумки, когда приходит его отец, и начинает колотить в дверь, приказывая ему открыть ее сию же минуту. Но он пытается сосредоточиться и начинает думать о соединении, которое ему понадобится для создания лекарства. Это было бы очень сложной задачей, поэтому он рисует химическую природу соединения, прежде чем представить его и синтезировать. Однако, прежде чем он успевает это сделать, его отец врывается в дверь с помощью своей собственной магии и говорит ему прекратить эту глупость. Он говорит фармацевтам, что болезнь неизлечима, и он просто собирается создать еще больше проблем и боли для королевы. Фармацевты отвечают, что болезнь неизлечима и что его отец просто тупой, так как он верит в астрологию, как и любая другая тупая девочка, которую я знаю. Затем он поворачивается и начинает синтезировать свое лекарство, но его отец обижается на его неприязнь к астрологии, как и любая другая глупая девчонка, и говорит ему, что это тоже настоящая наука, прежде чем выстрелить в него ледяной струей. Фармацевтика разворачивается, и к тому времени его отец уже поднимает свою волшебную палочку так же, как я каждое утро, и просит его ответить, о каком чудодейственном лекарстве он говорит, поскольку не знает, что лекарство – это просто яд. Фарма просит своего отца убрать его палочку, но, как и мой жуткий дядя, он отказывается и снова пускает в него ледяные заряды. Фарма разворачивается и быстро использует магический барьер, чтобы блокировать атаку, которая шокирует его отца до глубины души, прежде чем воздвигнуть перед ним гигантскую ледяную стену. О нем. Его отец контужен, так как никто не может использовать магию без волшебной палочки или без использования заклинаний. И он просит Фарму, кем он является на самом деле, поскольку он не является его сыном. Фарма понятия не имеет, как объяснить своему отцу-бумеру концепцию из кейс.
но в конце концов его отец находит его дневник, заполненный текстами Камасутры. Он спрашивает Фарму, откуда у него эти знания, и тот отвечает, что когда он был в коме, ему приснился сон, и внезапно он узнал все о медицине и Камасутре. Его отец спрашивает, было ли это откровением от бога медицины, но фармацевт честно отвечает, что понятия не имеет. Его отец говорит ему, что если он действительно получил откровение от самого бога, то он ничего не может поделать. Он убирает свою волшебную палочку обратно в ножны, в отличие от моего жуткого дяди. Фармацевтическая компания также проявляет некоторое уважение и испаряет всю стену, в очередной раз шокировав своего отца, который думал, что основным элементом фармацевтической компании является вода. Он снова начинает синтезировать лекарства, и как только заканчивает, он снова выносит его на суд, надев маску на лицо. Он подходит к королеве и говорит ей, что он завершил разработку лекарства, что болезнь, от которой она страдает, известна как СПИД, который вызывается вирусом. Королева – странное животное, и лечение будет длительным, так как ей придется принимать лекарства каждый день в течение по крайней мере полугода. Однако прежде чем дать ей лекарство, он подходит к ней и показывает бактерии из ее книги через импровизированный микроскоп, а также объясняет ей всю концепцию бактерий и других патогенов. Затем он выпивает один из кубков, чтобы показать, что он пытается отравить ее, и королева сама выпивает кубок воды. Все дворяне собираются вокруг, чтобы взглянуть на микроскоп, и поражаются тому, что они видят, спрашивая его, что это за магия. Затем он возвращается в свой особняк вместе со своим отцом и дарит ему бутылку выпивки и немного крека, а также рассказывает, он хочет повеселиться с Камасутра. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как они вызвали на дом королеву этого королевства в обеих фармацевтических компаниях. И его отец разработал процедуру, позволяющую каждое утро сравнивать их записи о Камасутре и выяснять, хотят ли они попробовать что-нибудь новое. Его удивление по поводу знания различных позиций, которыми обладает фармацевтика, можно воспринимать только как благословение богов. Его отец также рассказывает ему, что недавно к нему обратились люди из медицинского колледжа, которые хотели, чтобы мы раскрыли способ создания этих лекарств. Но фармацевтика сразу же отказалась, говоря, что на данный момент только он может создать голубой метамфетамин. Его отец говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, так как он сказал сотрудникам медицинского колледжа, что они никогда не смогут создать лекарства. И он хочет монополизировать рынок, продавая эти лекарства и оставаясь единственным производителем. Фармацевт смотрит на его отца и говорит ему, что на самом деле его намерения состоят в том, чтобы обнародовать рецепт этого препарата, чтобы лекарство от СПИДа можно было приобрести в каждом фармацевтическом магазине, но проблема в том, что он использует свои особые способности для создания этих лекарств. Однако его отец становится серьезным и говорит ему, что теперь он находится в глазах многих людей не только из фармацевтического сектора, но и из представителей сильного пола, которые ненавидят королеву и должны быть очень осторожны в продвижении вперед. Он сказал Фарме, что подозревает, что кто-то намеренно способствовал вспышке СПИДа внутри королевского дворца, а это означает, что королева взбесилась из-за врага, что очень похоже на гарем. Фарма, однако, говорит ему, что СПИД вначале не проявляет никаких явных симптомов, и тот, кто заразил ее, скорее всего, не знает, что у него самого есть эта болезнь. Его отец удивлен этой мелочью и спрашивает его, сам ли Бог читал ему лекцию о СПИДе. Но Фарма просто отвечает, что он использует знания из Камасутры на практике. В отличие от своего отца-неудачника, прежде чем продолжить, сказав, что он собирается похлопать королеву по щекам и вернется позже. Он посещает дворец, и пока он ждет за дверью покоев королевы, к нему подходит молодой парень, который сопровождает неудачный аборт королевы, и спрашивает фармацевта, есть ли что-нибудь, чего бы вы хотели от королевы. Фармацевт, похоже, сбит с толку, но парень сказал ему, что в конечном итоге он вылечил королеву от болезни, так что, очевидно, она собирается вознаградить его. Фармацевт говорит, что он ни о чем не думал. И если говорить о его увлечении, то он хотел бы открыть аптеку и продавать людям столько крека, сколько захочет. Дверь открывается, и он входит в комнату, чтобы провести свой обычный осмотр королевы. Он записывает любые новые симптомы и изменяет дозировку, прежде чем сказать ей, что ее выздоровление, похоже, идет хорошо, и через пару месяцев она должна быть в полном порядке. Королева смеется и говорит ему, что ей не терпится снова стать сумасшедшей. Но фармацевтическая компания настаивает на том, чтобы она воздерживалась от употребления алкоголя по крайней мере в течение пары месяцев. Иначе болезнь может выйти из своей заключительной стадии. Королева, похоже, ошеломлена этой информацией, но обещает, что постарается держать себя в руках, насколько это возможно. Королева начинает рассказывать ему, что с тех пор, как она заболела СПИДом, ее социальный статус резко упал, и ее больше никто не уважает. Фармацевт говорит, что это то, что ты получаешь за легкую езду, но затем утешает ее, говоря, что независимо от того, что говорят другие, она так и сделает. Она всегда будет нужна своему сыну, который всегда будет уважать ее. Это самая большая ложь, которую я когда-либо слышал. Он также говорит, что многие Симпсоны также обожают ее и будут продолжать поклоняться ей до самой ее смерти. Это делает ищущую внимание шлюшку счастливой, и она на время увольняет фармацевта, чтобы спокойно заняться своим делом. На следующий день и он, и его отец вспоминают королевский двор, и они оба совершенно выбиты из
колеи. Они входят во двор и видят, что он заполнен огромной толпой знати, в то время как королева восседает на своем троне. Она подзывает к себе отца Фармы и начинает нести какую-то чушь, благодаря его за помощь ей в бедственном положении, а затем вызывает Фарму из зала суда. Толпа, которая кажется очень удивлена. Он робко подошел к королеве, и она положила свой посох ему на плечи и похвалила его за отличную службу и за спасение ее жизни, прежде чем вручить ему значок и назначить королевским фармацевтом, как и его отцу. Затем она сообщает ему, что дает ему свое личное разрешение открыть аптеку в королевском городе, где бы он ни захотел и когда бы он ни захотел. На земле по своему выбору, радуя его этой новостью. На следующий день группа людей приходит в его дом с просьбой об аудиенции. И когда он встречается с ними, они объясняют, что они являются королевскими плотниками, строителями и каменщиками, которым лично поручено следить за тем, чтобы аптека была построена как можно быстрее и как можно лучше. Настолько красиво, насколько это возможно. Фармацевт отвечает, что на самом деле у него нет никаких подробностей о том, как, когда и где он хочет открыть свою аптеку, и ему потребуется некоторое время, чтобы принять решение. Но работники объясняют, что они не могут этого допустить, как будто они вернутся обратно во дворец, не сделав аптеку королевой. Насадите их головы на пики. Прежде чем он успевает что-либо сказать, Эллен входит в комнату, демонстрируя свою пикантную индивидуальность, и сообщает ему, что его отец поручил ей помочь ему в создании аптеки. Фарма отвечает, что он хочет побродить по окрестностям и посмотреть несколько других аптек, чтобы получить представление о том, чего он хочет и что ему нужно. Но рабочие сразу же говорят ему, что они не могут этого допустить, так как королева в буквальном смысле позаботится о том, чтобы вся их семья никогда больше не увидела солнечного света. После недолгих раздумий фармацевт наконец решает, чего он хочет, и берет карандаш и лист бумаги, прежде чем начать рисовать невероятно точный макет аптеки своей мечты. Прошло некоторое время, и строительство продвигается довольно успешно, и вот подрядчик спрашивает его, не хотел бы он дать название своей аптеки прямо сейчас. Он некоторое время думает об этом, прежде чем остановиться на названии «Аптека параллельного мира». Он подходит к Эллен и спрашивает, не будет ли название слишком броским, поскольку он хочет, чтобы это было очень тихое мероприятие и не хочет нежелательной прессы. Но она отвечает, что сын знатного аристократа, открывающий медицинский магазин, это потрясающая новость. И очевидно, она попадет в прессу, хочет он того или нет. Однако, прежде чем они смогут продолжить разговор, если Фатти подойдет к ним и заявит, что он думал, что это всего лишь слухи, поскольку он смотрит на их магазин. Он смотрит на Фарму и говорит ему привести владельца магазина, и Фарма говорит ему, что он владеет своей мамой каждую ночь, прежде чем заявить, что он владелец магазина. Фатти утверждает, что он из гильдии медиков, и спрашивает его, хочет ли он продавать леденцы для детей или леденцы, потому что, очевидно, он еще недостаточно взрослый, чтобы заниматься чем-то другим. Фермер отвечает, что маме Фатти очень нравится его леденец на палочке, и она является ее единственным покупателем. Для других он собирается продавать настоящие фармацевтические препараты. Он спрашивает Фатти, нужно ли ему регистрироваться в его гильдии, чтобы управлять своим магазином, но толстый шарик отвечает, что их гильдия не принимает заявки от знати. Но если бы он попросил его дать ему шанс, то он мог бы позволить ему присоединиться к нам. Фармацевтическая компания, однако, отвергает его предложение, заявляя, что он хочет работать самостоятельно и верит, что сможет добиться большего успеха, чем вся гильдия Фатти, продавая лучшие лекарства по более низким ценам. Это приводит Фатти в ярость, и он говорит ему, что для него это невозможно. Но Эллен кладет этому конец, приказывая Фатти отступить, пока она не сошла с ума и не приготовила из него тушеное мясо, что так пугает Фатти, что он просто убегает. Фарма заходит в свой магазин и проводит заключительную проверку инструментов, которые у него есть, и говорит Элану, что им понадобится кто-то, кто будет вести бухгалтерию и распоряжаться деньгами, после чего Лот советует ему подумать о ней, поскольку она умеет читать, писать и любит заниматься математикой. Что за чудовище? Фармацевт, однако, не хочет давать ей ни единого шанса, так как он абсолютный женоненавистник, и говорит ей, что сделает ее своей девочкой на побегушках, потому что очевидно, что как девочка она не может справиться с такими вещами, как деньги, что совершенно не укладывается в ее голове. Эти простодушные люди быстро соглашаются и уходят. Затем он снова поворачивается к Эллен и говорит ей, что им нужно найти кого-то надежного, кто сможет безупречно управлять их счетами. В тот же вечер он возвращается в свой особняк и обнаруживает всех слуг, свою сестру и Лота в коридоре, проливающих слезы, что приводит его в замешательство. Он входит и спрашивает, в чем дело, на что отвечает человек по имени Седрик. Благодаря его за щедрость все эти годы и объясняя то, что с сегодняшнего дня он уходит на пенсию в качестве семейного бухгалтера фармацевтической компании и, вероятно, будет спокойно жить на каких-нибудь фермах, и именно это взволновало всех этих людей. Он утверждает, что получил действительно плохие средства, и, принимая это во внимание, отец Фарма решил уволить его. Фармацевтическая компания спрашивает его, хотел бы он по-прежнему работать, если бы у него были более крепкие колени. И Северт кивает головой, говоря, что ему нравится управлять счетами. Услышав это, он убегает и заходит в кабинет своего отца, прося у него разрешения нанять Седрика бухгалтером для его компании. Аптека. Его отец говорит ему, что он уволил Седрика, чтобы Фарма могла нанять его, и велит одному из своих слуг принести огромный сундук, что он дарит Фарме в качестве подарка за открытие своего магазина. Фармацевт
Фармацевт открывает сундук и потрясен, увидев, что он наполнен золотыми монетами. «Я ненавижу этих детей из трастовых фондов». Он говорит фармацевту, чтобы он использовал эти деньги осторожно и обязательно поднял свою аптеку на новые высоты. Что, честно говоря, не очень сложно, когда у тебя неограниченное количество денег. Прошел уже месяц с тех пор, как открылась аптека, но, как это ни удивительно, у него редко появляется хотя бы один клиент за пару недель, и бизнес идет полным ходом. Из-за чего фермер начинает терять уверенность в себе. Эллен, однако, уверяет его, что это неизбежно должно было произойти, поскольку простолюдины обычно обращаются к фармацевтам и медикам, которые имеют общее происхождение, и что они собирались это сделать с давних пор, в то время как дворяне и аристократы просто приглашают фармацевтов на дом, чтобы получить «избавьтесь от любой болезни». Он глубоко вздыхает, так как понятия не имеет, почему бы людям не попробовать новую аптеку хотя бы раз. Но именно в этот момент Лот входит в комнату с кучей бумаг в руке и заявляет, что она обошла весь город и провела опрос простых людей об их восприятии о новой аптеке, и она наконец-то получила результаты. Она начинает перечислять проблемы, которые перечислили люди, причем первая из них заключается в том, что на двери стоит императорская печать, что означает, что эта аптека не подотчетна никому, кроме королевы, что обычно зарезервировано для чрезвычайно высокопоставленных дворян. Вторая причина – это присутствие охранников устрашающего вида, выставленных у входа в аптеку, которые важны для защиты витрины магазина, но отпугивают простых людей своим холодным отношением к ним. Чего хотят эти люди? Телепузики, чтобы охранять магазин? Следующая проблема заключается в том, что они не знают, что надеть в таком модном магазине, а это самая распространенная вещь для среднего класса, которую я когда-либо слышал. Следующая причина заключается в том, что они боятся использовать неправильный этикет в присутствии знати. Следующая проблема заключается в том, что люди просто предполагают, что цены на лекарства будут действительно высокими, даже несмотря на то, что они дешевле, чем у конкурентов. И последняя проблема заключается в том, что они не доверяют владельцу ребенка, что, честно говоря, очень справедливо. Они решают провести мозговой штурм по поводу этих проблем позже, и, к счастью, в этот день приходит один клиент, который оказывается старым моряком, которому нужны таблетки для уменьшения тошноты. Он получает таблетки, выпивает немного воды и начинает уходить, обещая вернуться еще раз. Когда фармер останавливает его и дает ему несколько таблеток витамина С, утверждая, что моряки очень склонны к гонорее, и эта таблетка поможет им защитить муравьев от этой проблемы. Старик, однако, кажется застигнут врасплох и отказывается от таблетки, прежде чем оправдаться тем, что кто-то ждет его снаружи. Фармацевт в конечном итоге следует за ним и обнаруживает, что старик разговаривает очень приглушенным голосом с двумя другими мужчинами в костюмах. Но прежде чем он успевает продолжить расследование, его перехватывают его мама и папа, которые носят маски, которые я очень часто видел на одном веб-сайте. Он ведет их обоих в магазин и говорит, чтобы они держали свои фетиши в своих спальнях, но его отец просто велит ему заткнуться и просит провести для них экскурсию по магазину. Фармацевт проводит их по разным этажам магазина. На первом из них показан главный этаж, где он собирается продавать свои лекарства. Вторая зона – это комната для отдыха пациентов, и там даже есть изоляторы для таких невменяемых людей, как я. После этого он показывает им ванную комнату на кухне, прежде чем отвезти их в свою личную лабораторию, где он разрабатывает новые методы создания крэка. После окончания экскурсии они садятся на диван, и он объясняет, почему посещаемость клиентов довольно низкая. И мать предлагает ему начать создавать косметику по уходу за кожей и продавать ее знати и аристократам, что повысит его популярность как среди знати, так и среди простолюдинов. Он благодарит свою мать за то, что это действительно лучшая идея, которая пришла ей в голову до сих пор, но его отец становится назойливым и говорит ему не производить белый порошок. Фармацевты, похоже, пребывают в замешательстве, но его отец рассказывает, что он заметил, что женщины, которые используют этот белый порошок для придания своей коже более привлекательного внешнего вида, в конечном итоге заболевают чаще, чем те, кто не употребляет этот порошок. Кроме того, при использовании этого порошка продолжительность жизни, по-видимому, также сокращается. Он внезапно осознает, что его отец говорит о тяжелых металлах, которые раньше присутствовали в косметических средствах, но в современном мире запрещены. Он обещает своему отцу, что будет производить более качественные продукты, но прежде чем он успевает продолжить, в комнату входит молодой человек. Выглядящий очень в ужасе, он спрашивает фармацевта, не он ли здесь фармацевт, так как ее хозяйка упала в обморок внутри кареты. Фарма немедленно бежит за ним и, добравшись до кареты, обнаруживает молодую благородную женщину, выглядящую очень слабой и бледной. Он немедленно использует свой проницательный взгляд, чтобы выяснить, в чем ее проблема, и обнаруживает, что с ее телом все в порядке, если не считать нескольких порезов на руке. Внезапно он осознает, что эта девочка, должно быть, прошла медицинскую процедуру кровопускания, которая проводится для того, чтобы попытаться придать ей более бледный и красивый вид. Он немедленно отводит ее обратно в свою аптеку и дает ей какое-то лекарство от анемии. Она набирается сил и рассказывает, что начала заниматься этим, потому что ее возлюбленный в конечном итоге отверг ее ради более привлекательной девушки. Какой же ты расистский фанатик? После того, как ее отвергли, она пошла по пути идиотки, пробуя способы вернуться вместо того, чтобы ходить в спортзал и становиться массовиком. Чудовище. Он говорит ей, что она не должна заниматься подобными вещами, потому что даже когда это делают врачи,
врачи, это очень опасно. И говорит ей вернуться на следующей неделе, у него будет несколько новых косметических средств для нее. Через неделю она возвращается, и он дарит ей новую пудру и тональный крем, не содержащие тяжелых металлов, которые он создал и которые ей сразу же нравятся. Это наряду с рекламой, сделанной компанией Lot, в конечном итоге привлекло внимание многих покупателей, которые начали посещать магазин, чтобы купить разные товары. Продукты, понимая, что цены на них также дешевы. Через некоторое время девушка возвращается с кучей своих подруг, но к этому времени вся косметика уже распродана, что является большим разочарованием. Они оба сидят в комнате, и она предлагает инвестировать в его предприятие и открыть филиал его фирмы, который будет заниматься только косметикой. Он соглашается на это, поскольку его бухгалтер дает ему зеленый сигнал. Через некоторое время рядом с лабораторией был создан еще один магазин, где тестируется и создается косметика. У этой женщины даже есть группа заслуживающих доверия женщин-фармацевтов, специализирующихся на косметике, которые будут работать в рамках фарма и увеличивать поставки этих продуктов. Слух об этом новом порошке справедливости также достиг ушей королевы, которая звонит в фарма, интересуясь его бизнесом. И он дает ей немного блеска для губ, который здесь в новинку. Она наносит его на губы и сразу же приходит в восторг от того, как красиво он выглядит на ее губах. Но фармацевт советует ему действовать осторожно, так как она не хочет стать слишком капризной и снова подхватить какую-нибудь болезнь. Она говорит ему, что отныне она хочет быть первым человеком, который приобретет эту косметику, а также просит его повысить цены на свою продукцию. В противном случае местный бизнесмен будет раздавлен, на что он соглашается. Однажды его пропуск и фармацевтика сопровождают его отца в морском путешествии, чтобы встретиться с лордом по имени Адам, который когда-то лечил королеву и получил взамен титул лорда. А на данный момент владеет самым большим портом и лекарственными продуктами во всем королевстве, что делает его чрезвычайно богатым. В разговоре со своим отцом Адам упоминает, что у них возникли проблемы с одной из компаний, которые постоянно пытаются найти способы избежать уплаты налогов. Его отец спокойно смотрит на него и утверждает, что они должны попытаться обсудить все как можно подробнее, и назначает ему встречу, чтобы разобраться с этой проблемой, пока она находится в начальной стадии. Внезапно он поворачивается к фарме и говорит ему, что ему следует пойти поиграть, а не вступать в бесполезные взрослые разговоры. Фарма понимает, что ему нужно вести себя больше как ребенку, и начинает тявкать как идиот, говоря, что он искупается в море, прежде чем убежит. Он спускается к пляжу, когда замечает Лота и его младшую сестру, строящих замки из песка. Обе девочки приветствуют его, а затем его сестра начинает просить его отпустить ее поиграть в воде, но он говорит ей, что она не умеет плавать, и Лот тоже. Но Блент, она тут же хватает его за руку и начинает умолять позволить ей поиграть в воде, пока Лот делает то же самое. Он попал в очень трудное положение, в то время как обе девочки умоляют его позволить им поиграть в воде и обещают, что они всегда будут держаться у кромки воды. Он, наконец, соглашается позволить им окунуть пальцы ног в воду, но просит их не позволять себе промокать. Он оборачивается и видит, что Эллен появилась из ниоткуда как Диглет и пьет вино, прежде чем она говорит ему, что тоже хочет искупаться. И даже приглашает фармацевта помочь ей промокнуть. Фармацевтическая компания вежливо отклоняет приглашение, что заставляет Эллен спросить, не умеет ли он плавать, прежде чем она отправится в океан. Он садится и вспоминает, что в прошлой жизни был действительно хорошим пловцом, и вспоминает, как его сестра умоляла его позволить ей это сделать. Поиграй с ним в воде, но из-за того, что она была слишком мала, он всегда говорил ей, что прямо сейчас она не может войти в воду. Но обещал ей, что возьмет ее с собой в океан и поиграет с ней, как только ей исполнится 5 лет. Но это время так и не наступило, так как случилась трагедия. И она ее забрали из этого мира еще до того, как ей исполнилось 5 лет, и у нее появился шанс насладиться прекрасными океанскими волнами. Он возвращается к реальности и быстро вытирает слезы, но все еще погружен в раздумья. Когда слышит громкий голос и, подняв голову, видит, что Блент истекает водой, в то время как Лот кричит о помощи как полный неудачник. Блент не может доплыть до берега, и фарма немедленно бежит к океану, прежде чем прыгнуть в воду, в то время как Эллен говорит ему остановиться, так как он тоже может подвергнуться опасности, но ему все равно, и он следует за Блендом, в то время как Эллен не в состоянии угнаться за диким течением. Он продолжает плыть только для того, чтобы понять, что на нее обрушивается огромная волна, которая затягивает ее под воду, поэтому он быстро ныряет в воду. Плывя к своей потерявшей сознание сестре, вспоминая ее настоящую сестру, прежде чем поклясться, что она не позволит Блейну пострадать. Он понимает, что не может добраться до нее вовремя и кричит в отчаянии, что внезапно активирует его татуировку с надписью «Банда» и вспыхивает огромный свет. Прежде чем вода во всем районе растворяется в воздухе, оставляя Бленда на морском дне, в то время как фарма с удивлением наблюдает, как рыбы танцуют вокруг, чтобы найти его. Воды. Эллен в замешательстве встает и оглядывается по сторонам, чтобы увидеть, как фарма изображает Мозеса, удерживая Бленда одной рукой от падения на них столба воды. Ему удается вытащить их из этой ситуации, и на пляже Блант плачет в его объятиях от страха, в то время как Эллен сидит там в полном шоке. Фармацевт утешает Бленд и проверяет, не получила ли она каких-либо повреждений, но испытывает облегчение, обнаружив, что она в безопасности. Эллен, с другой стороны, не в состоянии понять, что только что произошло, и спрашивает, что он делает. Фарма честно отвечает, что он понятия не имеет, что только что произошло, и, возможно, это была одна из его способностей к магии воды. Но Эллен отвечает, что такой магии не существует. Фарма потрясен, услышав это, и замечает, что даже Лот, кажется, боится его прямо сейчас. Но он просто счастлив, что он смог спасти свою сестру от неминуемой смерти, по крайней мере в этой жизни, и крепко
обнимает ее. Позже той ночью он сидит на своей кровати и размышляет о том, как он просто удалил всю воду из окружающей местности, даже не задумываясь о том, что их тело тоже состоит из воды. И небольшая оплошность могла бы лишить их жизни. Лот укладывает его в постель и собирается выйти из комнаты, но Фарма останавливает ее и извиняется, прежде чем сказать, что ей не о чем беспокоиться, так как он больше не будет использовать эту магию. Лот, кажется, приходит в замешательство, когда Фарма замечает, что он знает, что она была напугана, когда он использовал эту магию, но она сразу же говорит ему, что не боялась его. Напротив, она была в восторге от его магического мастерства и была безмерно впечатлена его быстрым мышлением и принятием решений, который спас жизнь Бланду. Она плачет из-за того, что пока Бленд тонул, она не могла сдвинуться ни на дюйм и просто стояла как вкопанная. Фарма говорит ей, что она сделала правильный выбор, не заходя в воду, поскольку она тоже не умеет плавать, и говорит ей, что она так же важна для него, как и он сам. Его сестра. Лот не смогла сдержать своего счастья и от всего сердца поблагодарила его, прежде чем отправиться в свою комнату на ночь. На следующее утро они открывают свой магазин для толпы людей, собравшихся у входа. Фармацевтическая компания шокирована, увидев такое количество людей, поскольку в обычный день у них и в половину не так много покупателей. Он думает, что это может быть связано с тем, что они были закрыты на выходные из-за своей поездки на пляж. Но Эллен утверждает, что это просто потому, что лекарства Фарма превосходны. Оглядываясь по сторонам, новички Фарма замечают пару мужчин в белых халатах, которые смотрят на него сверху вниз, как на гребаную шлюху. Он подходит к ним и спрашивает, не мог бы он им помочь, если бы они не были заинтересованы в ответе и сразу же ушли. Позже в тот же день они садятся пить чай, и фармацевт начинает рассказывать о парнях в белых халатах, и Эллен утверждает, что даже она пыталась помочь. Но они только кажутся, чтобы иметь представление о фармацевтике. Лот говорит ему, что она спрашивала, может ли она помочь им найти что-нибудь, но они даже не ответили. Эллен сказала фармацевту, что их мантии не похожи на те, что были в этом регионе, поскольку она знает все гильдии в их регионе, что делает еще более подозрительным их намерение. Лок слегка пугается и спрашивает, не следует ли им связаться с охраной, и фармацевт соглашается. На следующее утро, когда охранники отпирали двери аптеки, они увидели, как навстречу им мчится экипаж с лошадьми. Он пытается остановить лошадь, но она просто влетает в ворота, разрушая все вокруг. После этого охранник приходит в особняк Фармы, где объясняет происходящее своему отцу, который возмущен этим. Он спрашивает охранника, какого черта он делал, но охранник просто извиняется, утверждая, что у него даже не было времени отреагировать. Фарма понимает, что это действительно смелый шаг врага, в то время как его отец утверждает, что он сам накажет преступника. Его советник спрашивает, зачем кому-то совершать такой поступок, и его отец отвечает, что враги хотят закрыть магазин Фармы, поскольку видят в нем аутсайдера продажи потрясающих лекарств по действительно низким ценам. Он говорит стражникам, чтобы они были готовы, так как он ожидает новых проблем, и все, что он говорит им, это то, что он сам напишет королеве по этому поводу. Фармацевт говорит своему отцу, что он тоже отправится проверить аптеку, но его отец останавливает его и спрашивает, есть ли у него какие-нибудь лекарства. Есть подозреваемые на примете. Он знает, что это может быть делом рук аптечной гильдии, а также людей в белых плащах. Но чтобы быть уверенным, он говорит ему, что ему нужно время, чтобы собрать больше информации. Фармацевт бежит в аптеку, но обнаруживает, что она полностью разрушена, пока мужчины пытаются избавиться от обломков. Фармацевт спрашивает о ситуации, и один из его сотрудников показывает ему, как полностью разрушен магазин. Прежде чем фармацевт смог войти внутрь, мужчина быстро использует магию очищения, чтобы удалить запах. Фармацевт проверяет магазин и обнаруживает, что аптека не пострадала, что означает, что он может приготовить больше лекарств, если захочет. В то время как мужчина говорит ему, что Эллен и Лот оба приняли столько лекарств, сколько могли. Они могут быть доставлены в особняк, чтобы люди, которым они срочно понадобятся, могли их получить. Когда Фарма выходит из кадра, он находит Джина, старика, которому он когда-то помогал с группой молодых сильных мужчин, и говорит Фарме, что он здесь, чтобы помочь. Все остальные местные жители, похоже, обожают Фарму и говорят ему, как им жаль его, но утверждают, что помогут ему перестроить магазин. Все они начинают убирать помещение, в то время как Фарма с благоговением наблюдает за происходящим, когда внезапно внутрь вбегает женщина и начинает звать врача. Фарма немедленно подходит к ней, и она начинает плакать, объясняя, что ее отец внезапно упал на землю из-за жары и не встает. Он немедленно садится на лошадь вместе с девочкой и начинает скакать, пока она указывает ему дорогу к своему больному отцу. Он продолжает скакать, думая обо всех возможных причинах болезни ее отца и беспокоясь о том, достаточно ли он купил лекарств, когда девочка говорит ему проехать мимо холма. Это вызывает у него некоторое беспокойство, поскольку он не понимает, почему ее отец оказался в таком отдаленном месте. Они прогуливаются по лугам, но когда он оборачивается, чтобы задать ей вопрос, она исчезает из этого района, и вместо этого его окружает куча людей. Люди в белых капюшонах верхом на лошадях. Один мужчина протягивает к нему волшебную палочку и просит честно ответить, был ли он тем, кто удалил часть океана рядом с пляжем. Фарма стоит в шоке, в то время как мужчина утверждает, что он исследователь из Королевского королевства и требует ответа. Внезапно у него возникает воспоминание, в котором Эллен рассказывает ему о храме, который является священной организацией этого мира. По ее словам, храм обладает наибольшей властью, поскольку именно они придают дворянам статус благородства, оценивая их магическую силу. Она говорит ему, что храм почти так же могуществен, как сама королева, и в их глазах эрцгерцоги и другие
многие дворяне являются самыми могущественными людьми в мире. Ничего. После этого она подробно рассказала о следователях храма, которые, как известно, безжалостны, когда находят еретика или кого-то, кто не верит в их правоту. Известно, что они могут стереть человека с лица земли, используя свои экстраординарные магические способности. Он возвращается в реальность, где лидер группы представляется Селом и прямо спрашивает его, почему у него нет тени. Сел называет его глупым, потому что он буквально вышел на открытое место средь бела дня, когда его тени вообще не видно. Он вызывает Фарму и утверждает, что он не человеческий мальчик, а злой дух без тени. Фарма кричит, что он не злой дух или привидение, но один из мужчин прерывает его и спрашивает, кто он такой на самом деле. Фарма честно отвечает, что насколько ему известно, он человек, но Сол не в настроении что-либо слушать и утверждает, что им это не нужно. Любое оправдание. Стиль говорит ему, чтобы он держал руки поднятыми и отошел на 10 шагов назад, потому что Фарма не хочет обострять ситуацию. Он следует за мной и отступает. После этого Сел немедленно использует свою магию, чтобы заключить его в тюрьму с помощью своего магического купола. К их абсолютному удивлению, купол полностью разрушается, что пугает их, и они начинают бегать вокруг него, в то время как один из них использует свою магию пламени, чтобы атаковать Фарму. Он немедленно использует огненный щит вокруг себя, и после этого он просто использует свою магию, чтобы удалить кислород из окружающей среды, что приводит к останавливает пламя. Исследователи считают, что у Фармы есть какая-то огненная магия, поэтому другой парень использует магию льда по отношению к Фарме. Но он немедленно накладывает еще один щит, который также удаляет магию льда, что буквально сводит их с ума, поскольку они не видели никого с несколькими атрибутами, кто также мог бы использовать магию без палочки. Следователи сходят с ума, и Сел советует им забыть о том, чтобы захватить его живым и просто пойти на убийство. Это пугает Фарму, в то время как мужчины одновременно атакуют его магией земли, ветра, воды и огня. Все атаки объединяются и взрывают Фарму, пока следователи ждут, пока осядет пыль, только для того, чтобы увидеть, как он полностью покрыт ледяной клеткой, где он решает, что с него хватит, и убегает. Вынужден использовать свою атакующую магию. Он бросил мощную вспышку, которая сбила Села с курса, и пока его закадычные друзья пытаются помочь ему подняться. Они замечают, что Фарма идет к ним, левитируя айсберг, который накрыл Титаник сверху. Он говорит им, что может легко избавиться от них одним ударом, но он был рожден в этом мире, чтобы исцелять людей, а не причинять вред. Его сияющее тело шокирует Соло до глубины души, который наконец замечает татуировку с подписью банды на своих руках и говорит своим дружкам, что он ошибся. И этот мальчик не человек, а сам бог медицины. Это шокирует Фарма, который пытается сказать им, что ничего подобного не происходит, но все они склоняются перед ним. А Саул утверждает, что он получил наказание за то, что поднял свою палочку против самого бога. И Фарма замечает, что во время падения с курса у Сола была сломана нога и идет кровь. Сол начинает мелодраму и говорит всем, что скоро умрет от этой раны, и просит Фарму о прощении, прежде чем вытащить маленький кинжал из своей задницы и приставить его к своему горлу. К счастью, Фарма может остановить нож как раз перед тем, как он коснется горла Эйсела, и использует свою магию, чтобы удалить его. Стайл выглядит растерянным, когда фармацевт говорит ему, что он не хочет, чтобы кто-то умирал, и все, чего он хочет, это спокойно управлять своей аптекой. Он отступает и использует свое зрение, чтобы обнаружить открытый перелом и ногу Келла, и пытается придумать лучший способ остановить кровотечение. Он подумывает об ампутации ноги, но пятно начинает светиться, что означает, что он умрет от ампутации. Он понимает, что ему придется сделать операцию, чтобы спасти свою жизнь. Но проблема в том, что они находятся так далеко от города, что для него может быть слишком поздно. Он знает, что он фармацевт, который на самом деле не проводит операции, но если Селу не будет оказана немедленная медицинская помощь, он не выживет. Он немедленно поворачивается и использует свою магию земли для создания волшебного стола, прежде чем приказать своим дружкам положить Села сверху, а также велит ему вызовите экипаж. Сел потрясен, увидев, что сам Бог желает вылечить его, но фармацевт говорит ему, чтобы он не беспокоился об этом. К тому времени, как приходит Ева, он помещает Села в палатку и, наконец, входит в нее, объясняя Селу, что ему придется дать ему несколько антибиотиков, прежде чем обезболивать. И затем он очистит рану, прежде чем вырезать поврежденные ткани, а затем снова наложит швы. Он заставляет Рейгана надеть хирургическое оборудование, прежде чем включить сирену и ввести анестезию в его позвоночник. После этого он создает глыбу льда, и Кингли спрашивает Келла, чувствует ли он это. Келл отвечает, что он ничего не чувствует, и это успокаивает фармацевта, который немедленно берет скальпель и приступает к работе. Через несколько часов он выходит из палатки, где друзья Келла с нетерпением ждут новостей. Фармацевтическая компания сообщает им хорошие новости о том, что операция прошла успешно, и их командир доживет до следующего дня. Все они преклоняются в благоговейном страхе, поскольку не могут поверить, что Фарма не только не наказала их, но и помогла им вместо этого. Фарма говорит им немного остыть, прежде чем приказать им держать этот инцидент в секрете, поскольку он не хочет, чтобы его способности были раскрыты широкой публике. Несколько месяцев спустя Сел сам посещает аптеку Фармы, что шокирует Эллен и Лота, поскольку он является главным епископом храма и следователь. Но он говорит им, что обязан Фарме своей жизнью, и дарит им кучу шоколадных конфет. Он еще раз благодарит компанию Фарма, говоря, что он может ходить только благодаря ей и всегда будет верным слугой.
собой. Он утверждает, что полностью стер файлы о подозрительном мальчике, у которого нет тени, так что ему не нужно беспокоиться о каких-либо дальнейших проблемах с этой стороны. Фармацевт благодарит его за помощь и, выглянув наружу, видит, что его сопровождающие несут для него кучу подарков, которые он считает немного чрезмерными. Стайл просит фармацевта поговорить с глазу на глаз и показывает ему коробку, в которой находится специальная палочка, которая должна стать оригинальной палочкой компании. Бог медицины. Он хранился в сокровищнице храма вместе со статуей бога, но Сол считал, что жезл должен принадлежать его законному хозяину, поэтому он принес его сюда. Он утверждает, что этот жезл может использовать все атрибуты, а также быть готовым к бою, диагностике и исцелению. Фармацевтика поражает воображение, в то время как у Эллен текут слюнки при виде такой большой и толстой палочки, которая может удовлетворить ее потребности. Фармацевтика, похоже, неохотно обращается с национальным достоянием, так как боится, что оно может сломаться или быть украдено. Сэл говорит ему просто поднять палочку, и когда он это делает, палочка начинает ярко светиться, и оба Сэл и Эллен утверждают, что палочка признала фармацевтику своей истинной ценностью. Владелец. У Эллен изо всех отверстий на теле текут слюнки, и она спрашивает, не могла бы она также подержать его большую толстую палочку, и Фарма соглашается только для того, чтобы обнаружить, что палочка просто выскальзывает у нее из пальцев и падает на пол. Они поворачиваются к Сэлу, который утверждает, что эта палочка принадлежит Богу, поэтому ни один человек не может прикоснуться к ней или использовать ее, кроме ее законного владельца. Фарма снова поднимает его и пытается сесть на него, следуя указаниям Персела, и, к его удивлению, он начинает парить в воздухе рядом с ним. Наконец, Сэл уходит со своими людьми и говорит Фарме, что храм больше не доставит ему проблем, но просит его быть осторожным. Поскольку в прошлый раз храм не атаковал его аптеку с помощью этой конной повозки, это означает, что за ним тоже охотится кто-то еще. Фарма честно отвечает, что понятия не имеет, кто бы это мог быть, но хотел бы узнать это в ближайшее время, и перед расставанием Сэл дарит ему последний подарок, который выглядит как медальон, и говорит Фарме, что это подавит его божественную силу. И к его удивлению, Фарма смотрит вниз, чтобы увидеть его собственная тень видна на полу, что делает его безмерно счастливым, поскольку он наконец-то чувствует себя человеком. Позже в тот же день он проводит время со своей сестрой и Лотом и водит их на рынок, чтобы купить немного фруктов, но похоже, он устал после такой напряженной работы, поскольку клиентская база резко возросла и ему нужно больше сотрудников. Он думает о людях, которых он может нанять и которым он доверяет, когда замечает молодую женщину, пытающуюся найти определенное лекарство в аптеке, у которой его не было. Владелец магазина говорит женщине, что хотя лекарства, продаваемые Фарма, эффективны, гильдия не одобряет их использование. Это означает, что обычные аптеки не имеют необходимых разрешений на продажу этих лекарств. Позже тем же вечером Фарм возвращается в магазин и рассказывает Элан о своих планах по созданию совершенно новой гильдии. Она проверяет минимальные требования и утверждает, что они могут легально основать гильдию, если захотят. И она верит, что как только гильдия будет готова, новые магазины обязательно присоединятся по порядку, чтобы извлечь выгоду из новых лекарств, которые также эффективно сократят их рабочую нагрузку. Было быстро принято решение о создании гильдии, и фармацевтическая компания посоветовала Седрику подготовиться к оформлению документов. На следующее утро, когда он шел в свою аптеку, он обнаружил оборванного мужчину, держащего на спине свою дочь и колотящего в двери местного врача. Фармацевт говорит ему, что доктора нет в городе на несколько дней, но если он хочет, фармацевт может помочь ему. Взгляните на его дочь. Мужчина подозрительно смотрит на фармацевта, замечает значок королевского фармацевта у него на воротнике и, вероятно, пытается сказать нет, так как он этого не сделает. У него достаточно денег, но фармацевт говорит ему, чтобы он не волновался, так как он обо всем позаботится, прежде чем отправить Лот вперед, чтобы все наладить. Он говорит мужчине следовать за ним, и они проходят мимо главных ворот в его аптеку, которая полностью заполнена людьми до самых задних ворот. Они входят в чистую комнату, он говорит мужчине уложить свою дочь на носилки, пока он надевает маску, и отдает один из них мужчине, который, похоже, запутался в его использовании. Фармот уверяет его, что это безопасно, и говорит, что это сделано для того, чтобы остановить распространение инфекции. И мужчина понимает, что они пришли с черного хода, чтобы болезнь его сестры не распространилась. Фармацевт садится за стол и начинает задавать вопросы о девочке, и мужчина говорит ему, что его дочь зовут Мари, и ей 7 лет. Следующий фармацевт спрашивает, когда она заболела, и мужчина утверждает, что она ела в последний раз вчера днем. И с тех пор, как она заболела. Фармацевт говорит ему, что девочка, похоже, обезвожена и на данный момент едва находится в сознании, что означает высокую температуру. Затем он спрашивает мужчину, знает ли она вес Мари, но он не знает, поэтому фармацевт заставляет его встать на весы, держа Мари на руках. Он записывает вес, в то время как мужчина непонимающе смотрит на него, поэтому фармацевт говорит ему, что теперь вы взвесите его отдельно, что даст ему больше информации. Ему достаточно знать вес Мари, чтобы он мог назначить правильную дозировку. Позже Фарма проверяет наличие любых других физических признаков на ее теле и во рту, прежде чем использовать свой специальный магический глаз, чтобы проверить наличие проблем, которые замечает мужчина, и он сразу же спрашивает, является ли это божественным магическим искусством, на что Фарма отвечает, что это так. После полного обследования он поворачивается к отцу и сообщает ему, что у Мари тяжелый случай простуды, что совершенно шокирует мужчину, поскольку он ожидал чего-то гораздо более смертельного. Он спрашивает фармацевта, уверен ли тот, что это произошло не из-за одержимости духами, но фармацевт отрицательно качает головой. Мужчина говорит, что он не знает
знает ни одной простуды, которая приводила бы к такой высокой температуре и даже судорогам. Но фармацевт отвечает, что это особый случай простуды, называемый гриппом. Этот человек понятия не имеет об этом, но фармацевт говорит ему, что это происходит из-за вируса, прежде чем заверить его, что все будет хорошо. Он встает, достает мешочек и говорит мужчине, чтобы тот заставлял его дочь нюхать порошок 2 раза в день. Испуганный мужчина спрашивает его, что это за порошок, и фермер отвечает. Затем он говорит горилле, что вскоре научит ее нюхать его, прежде чем сказать своему отцу, что лихорадка вызвана тем, что белые кровяные тельца в организме Мари борются с вирусом. И по сути это хорошо, поскольку этот вирус погибает при высокой температуре окружающей среды. Затем он кладет халат Мари на кровать и говорит своему отцу, чтобы он не волновался, так как она быстро заживет, и выходит из комнаты, обещая навестить ее через некоторое время. Позже тем же вечером фармацевт отпускает девочку, поскольку она достаточно окрепла, чтобы вернуться домой, и дает его отцу какое-то лекарство. Прежде чем сказать ему, что несмотря на то, что магазин закрыт, он не должен бояться подойти к охранникам и рассказать им о своей проблеме. Мужчина удивлен и спрашивает Сведер, готов ли он видеться с ней ночью, если что-то случится, и Фарма отвечает, что да, так как таким образом он может помочь большему количеству людей. Затем этот человек переходит к главному вопросу и спрашивает, сколько он должен компании Фарма, и обещает, что хотя у него может не быть такой большой суммы денег сразу, он позаботится о том, чтобы выплачивать их постепенно, даже с процентами. Фармацевтическая компания говорит ему, чтобы он ни о чем не беспокоился, поскольку плата равна куску хлеба, что шокирует мужчину. Но фармацевтическая компания утверждает, что таким образом бедные люди без колебаний проверят своих детей даже при незначительных проблемах. Оказалось, что этого человека зовут Пьер, и он сам является фармацевтом, но у него не было необходимых лекарств или знаний, чтобы вылечить болезнь, о которой она понятия не имела. Он садится и пытается узнать как можно больше, в то время как его жена говорит ему, что он уже помог достаточно многим людям и должен беспокоиться. Мужчина поворачивается к ней со слезами на глазах и заявляет, что если она или их дочь заболеют, он не сможет спасти их. Поскольку он не обладает такими глубокими знаниями, как фармацевтика, и кроме того у него нет никакой магии. Его жена говорит ему, чтобы он никогда никому не рассказывал о лечении их дочери, так как это приведет к его исключению из гильдии медиков и фактическому закрытию его магазина. Но Пьер говорит ей, что он сделает выбор, который, по его мнению, необходим. На следующий день Пьера и всех остальных членов гильдии приглашают на очередное собрание, на котором лидер гильдии толстяков рассказывает о том, как много потерь они понесли из-за аптеки параллельного мира, и утверждает, что его жена купила у них косметику, не зная об этом. Он разбил их всех вдребезги. Все остальные также жалуются на то, что их продажи сократились. Когда, наконец, у Пьера появляется возможность высказаться, он встает, прежде чем откровенно сказать всем, что они никогда не смогут конкурировать с Фарма, поскольку он превосходит их по уровню знаний и степени заботы, которую он проявляет каждому без исключения. Человек, независимо от его социального положения. Он рассказывает им о своей дочери и о том, как с ней обращались, что шокирует всех, и они начинают называть его предателем. Фатти говорит ему, что если они не найдут способ разрушить социальное положение фармацевтической компании в ближайшее время, им придется закрыть магазины, и он этого не допустит. Пьер возражает, говоря, что им нужно учиться у него, а затем использовать аналогичные методы и лекарства в своей собственной практике, потому что они просто используют травы, которые даже не знают, работают они или нет, в то время как другие мужчины утверждают, что эти травы также использовались их предками, так что это должно сработать. Люди в ярости вышвыривают его из гильдии, и к тому времени, когда Эвен приходит в себя, весь его магазин разрушен, а лицензия отобрана. Он сидит на ступеньках и плачет, когда фармацевт случайно видит его и выясняет, что Пьер тоже фармацевт. Пьер рассказывает ему обо всем, что произошло, и утверждает, что теперь он полностью уничтожен. Ему придется переехать в новую страну и начать с нуля с новой гильдией. Фарма уважает его и протягивает руку помощи, говоря, что он основывает собственную гильдию и только что получил разрешение от Величества, прежде чем попросить Пьера стать его первым членом гильдии. Пьер не может сдержать слез и пожимает ему руку, он в вечном долгу перед компанией Фарма за спасение его жизни. Проходит некоторое время, и Пьер полностью перестраивает свой магазин и готовится к инаугурации. Он, кажется, нервничает, но его дочь придает ему сил, и он открывает дверь, чтобы увидеть, что сотни покупателей уже ждут его. Прошло несколько месяцев, когда однажды, сидя за завтраком, его отец получил письмо от своего старшего брата Пэла, который должен был вернуться домой на каникулы. Его отец сообщает всем, что Пол некоторое время не вернется из-за каких-то проблем и вызывает фармацевтическую компанию к себе в офис. Закрыв двери, он сообщает фармацевтической компании, что рядом с его колледжем произошла проблемная застройка. Он объясняет, что вспыхнула новая болезнь, которая становится эпидемией, поскольку она уже уничтожила значительную часть населения там. Фармацевты шокированы количеством уже умерших людей, поскольку его отец объясняет, что исследователи из колледжа Пауэлла пытались выделить некоторые образцы и провести на них исследования. Но двое исследователей умерли в течение недели из-за некроза после контакта, что означает, что это очень заразно. Фармацевтическая компания спрашивает, могут ли они получить образец, чтобы он мог также проверить его. Но его отец утверждает, что все останки любого образца или мертвого тела, зараженного этой болезнью, были сожжены священным огнем. Более того, на острове, где разразилась эпидемия, объявлен карантин, а лаборатория полностью закрыта. Фармайт потрясен, услышав о некрозе, и спрашивает о любой другой имеющейся у него информации, и его отец рассказывает
рассказывает, что перед тем, как они все сожгли, некоторые студенты воспользовались микроскопом, разработанным компанией Фарма, и изучили его. Сделал несколько набросков патогена. Фармацевт сразу же посоветовал своему отцу попросить у Пэла эскизы, и на следующий день он пришел в свой магазин крайне взволнованный. Эллен заметила это и спросила, все ли с ним в порядке, но он ответил, что у него большая проблема. Он рассказал ей о распространяющейся болезни и сказал, что в течение 2 недель в столице произойдет крупная авария, и груз прибудет из района, который находится в непосредственной близости от города. Он уже заражен. Прежде чем они смогли продолжить обсуждение, появляется лот с небольшим свитком, в котором утверждается, что он от Пэл, и Фарма немедленно открывает его и понимает, что это чума. Одна из самых трудноизлечимых болезней, которые существовали на Земле. Позже в тот же день он встречается со своим отцом и рассказывает ему, что болезнь, с которой они борются, называется черная смерть или бубонная чума. Его отец говорит ему, что последний случай любой подобной болезни произошел в этом мире 210 лет назад, и это привело к резкому сокращению населения. В то время как Фармер помнит, что чума также случилась на Земле в 1500-х годах, и она убила почти половину населения Земли. Потому что она очень заразна, поскольку передается блохами, присутствующими на крысах, и наряду с этим уровень смертности также чрезвычайно высок. Его отец утверждает, что им необходимо перехватить груз, и фармацевтическая компания сообщает, что он уже отправил инструкции по подготовке карантинных зон. Фармацевт утверждает, что он уже нашел способ создать лекарство, но только он может создать его, потому что для этого нужны божественные искусства. Его отец говорит им, что единственное, что они могут сейчас сделать, это привлечь королеву за дополнительной помощью, поэтому они отправляются во дворец. После встречи и объяснения всего королеве, она быстро понимает ситуацию и заявляет, что закроет городские ворота и сведет торговлю к минимуму. В то время как она также дает ему разрешение на создание пунктов досмотра груза. Через несколько дней после того, как были установлены контрольные пункты, фармацевтическая компания встретилась с Пьером и подарила ему новый сложный микроскоп, который значительно превосходит предыдущий простой микроскоп, созданный им самим. Он оплакивает его болезнь и дает ему запас лекарств, прежде чем покинуть палатку. На следующее утро Фарма и Эллен уезжают из города, чтобы проанализировать масштабы этой проблемы. И хотя Фарма боится столкнуться с одной из самых страшных болезней в мире, Эллен заверяет его, что с ним все будет в порядке. Они возвращаются в город Адама, недалеко от пляжа, где он удалил океан, и встречаются с 2 подчиненными, которых они послали ранее. Подчиненные говорят ему, что на данный момент в городе, похоже, все в порядке, и повсюду установлены инспекционные посты, чтобы ни один зараженный человек не смог проникнуть внутрь. Оставайтесь неузнанными. Фармацевты благодарят за сотрудничество, а затем пересаживаются на небольшую грибную лодку, чтобы направиться к кораблям, перевозящим груз из города. Зараженный остров. Кораблям уже несколько дней запрещено швартоваться, и капитаны и их товарищи по команде, похоже, очень недовольны этим. Фарма входит на первый корабль, где капитан спрашивает, сколько времени им потребуется, чтобы наконец высадиться на берег, но Фарма умоляет их сотрудничать. В то время как он находит корабельного врача и просит у него необходимые документы и медицинские справки. Убедившись, что документы в порядке, он наконец спускается под палубу и начинает проверять каждого члена экипажа на наличие каких-либо признаков чумы, а затем приступает к проверке груза на борту. В конце концов он приходит к выводу, что корабль не заражен, и подает ему зеленый сигнал для стыковки. После этого он снова садится в лодку, чтобы направиться к следующему кораблю, когда капитан другого корабля начинает бросать в них помидоры. Он кажется зол из-за того, что ему приходится ждать на лодке так много дней, в то время как другой капитан начинает припираться с ним о том, как ему нужно поступить. Должен быть осмотрен первым, так как у него есть груз, который может испортиться. Они оба спорят друг с другом, в то время как фармацевты не знают, что делать, когда внезапно раздается канонада, которая пугает каждого из них. Но когда Фарма оборачивается, он замечает флотилию королевских кораблей из столицы, капитаном которых является Джин, старик, который приходит на помощь. Быть застреленным бог знает по какой причине. Он кричит на другие корабли, чтобы они соблюдали приличие, если они не хотят стать Титаником, и все они испуганно следуют приказам. Фарма поднимается на корабль Джина и встречается с ним, прежде чем поблагодарить его за помощь, а затем говорит ему оставаться здесь и присматривать за происходящим на корабле, чтобы никто не пытался незаконно причалить. После этого он возвращается в инспекционные палатки и беседует там с другими волонтерами, и все они утверждают, что до сих пор здесь не было ни одного случая заражения, что придает им некоторую уверенность, но это ненадолго, поскольку Адам, исполняющий обязанности мэра региона, прибывает внутрь. Лагерь в капюшоне и утверждает, что в деревне на окраине его региона недавно поступили сообщения о смертельных случаях, которые, по-видимому, были вызваны тем, что несколько моряков вчера незаконно причалили к причалу и попытались вывести свои товары. Фарма побледнел от страха, когда понял, что это должно быть чума, и если оставить его в покое, это может стать очень большой проблемой. По словам Адама, все началось с первой лихорадки, но затем первый человек умер, и после этого болезнь резко возросла, унося жизни нескольких человек. Люди. Фармацевт сразу же начинает уходить, в то время как Эллен посоветовала ему не ходить одному. Она говорит ему, что именно он инспектирует другие корабли, но фармацевт отвечает, что Эллен также может проверить корабли, поскольку ему нужно решить проблему в деревне в приоритетном порядке, прежде чем произойдет что-то плохое. Он взялся за свою волшебную палочку, а Гарри Поттер улетел и, находясь в воздухе, потерял равновесие и чуть не врезался в дерево. Но, к его удивлению, палочка просто прошла сквозь него, не причинив никакого вреда. Он, наконец, спускается к деревне, но обнаруживает, что там царит хаос, поскольку все планируют покинуть этот район.
потому что они верят, что в их деревню вселились духи. Он говорит им немедленно возвращаться и не покидать деревню, но жители деревни не доверяют ему и ополчаются против него, заставляя его продемонстрировать свою магию, когда он превращает всю деревню в иглу. Он показывает жителям деревни свой значок и заявляет, что может вылечить болезнь, но для этого им нужно вернуться в дом. Все они, похоже, обрели надежду, увидев, что их королевский фармацевт здесь, и начали подчиняться ему. Он устраивает свою временную штаб-квартиру в старом доме и собирает деревенских лидеров, прежде чем показать им план. Он хочет разделить деревню на 3 зоны: одну для людей с тяжелой инфекцией, одну для легкой инфекции и одну для незараженных людей. Он заверяет их, что люди с самой высокой инфекцией будут получать приоритетное лечение, и таким образом они также предотвратят ее распространение. Все они соглашаются сотрудничать с ним, и операция начинается. На следующий день фармацевт приступает к своей работе и посещает одну из временных больниц, где уже лежит куча пациентов. Он быстро проверяет всех на наличие признаков болезни и обнаруживает, что некоторые из них инфицированы, некоторые мертвы, а у некоторых просто проявляются ранние признаки заболевания. Знаки. Он быстро говорит остальным добровольцам, чтобы они начали вводить лекарства, которые он принес с собой, и пока он лично отправляется в больницу, он быстро говорит остальным добровольцам, чтобы они начали принимать лекарства, которые он принес с собой. Большинство зараженных людей и начинает использовать свою божественную магию, чтобы усилить действие своего лекарства, что приводит к тому, что пациент быстро выздоравливает. Вернувшись в королевскую столицу, его отец получает письмо, в котором описывается способ создания вакцины от этой болезни, и он звонит одному из старейших профессоров по имени Каспер, который специализируется на вакцинах, но ему так и не дали возможности проявить себя. На этот раз его отец показывает ей письмо, отправленное компанией Фарма, и просит ее найти способ создать подобную вакцину. К его абсолютному удивлению, пожилая женщина бросает один взгляд на письмо и утверждает, что она уже успешно создала нечто подобное 3 года назад. Его отец немедленно следует за ней обратно в лабораторию и потрясен до глубины души, увидев вакцину, уже присутствующую в нескольких флаконах. Он немедленно обзванивает всех людей и говорит им максимально увеличить производство этой вакцины и прекратить любые другие проводимые исследования. К тому времени, как наступает май, фармацевт выходит из деревни, чтобы встретиться с деревенскими лидерами, и сообщает, что он пытался вылечить как можно больше инфицированных людей. И большинство из них находятся на пути к здоровому выздоровлению, но было также много людей, которых он не смог спасти. Он утверждает, что они избежали наихудшего сценария, но пока не могут расслабиться. Он говорит лидерам следить за тем, чтобы никто не покидал деревню по крайней мере в течение 2 недель, и если они когда-нибудь увидят грызуна или блоху, немедленно убивайте их, независимо от того, что говорят активисты. Скажи. Он немедленно покидает это место по мановению волшебной палочки и облетает полностью уставшие крылья, оставляя за собой дымные пятна, поднимающиеся с опушки леса. Он быстро спускается вниз и обнаруживает, что его добровольцы окружают группу связанных моряков, в то время как они сжигают весь груз. Они говорят им, что это были моряки, которые незаконно высадились на сушу, и из-за того, что им стало слишком плохо, их капитан оставил их здесь. Моряки, похоже, боятся за свою жизнь, но фармацевтическая компания обещает, что если они раскроют информацию, он вылечит их. Моряки сразу же говорят ему, что они везли кучу груза, но в одном конкретном грузе были белые белки-летяги с острова, которые были доставлены самими святыми рыцарями. Фармацевтическая компания сразу же понимает, что все это всего лишь план убийства королевы. Теперь он понимает, что даже болезнь, которой она заразилась ранее, была намеренно направлена на нее, чтобы лишить ее жизни, но когда Фарма вылечила ее, человек разозлился и решил использовать самую смертоносную болезнь, известную на этой планете. Планету, чтобы убить всех, включая королеву. На следующий день группа рыцарей в доспехах врывается в ворота королевской столицы и начинает поднимать шум, в то время как один из рыцарей выпускает в город стаю белок. Новости доходят до королевы довольно быстро, что приводит ее в замешательство, поскольку она думает, что на них напало вражеское королевство. Но разведчик отвечает, что прошло всего 5 ночей. Отец упрямой Фармы понимает, в чем дело, и рассказывает королеве о своих подозрениях относительно того, что болезнь была вызвана человеком, которого он знал. По его словам, у него был одноклассник по имени Кэл, который был таким же блестящим, как и он сам. Но у него было много принципиальных различий по сравнению с ним. Однажды ночью он бродил по подземелью и увидел, как его одноклассник проводит эксперименты на людях, и понял, что у Кэла нет ничего человеческого. Он немедленно сообщил об этом начальству, которое исключило Кэла, и позже исследователи храма исключили его из медицинского сообщества. Это говорит королеве о том, что перед изгнанием он исследовал особый тип яда, который может передаваться от одного человека к другому. С другой стороны, это просто означает, что он пытался создать эпидемический вирус, который может уносить жизни людей даже без каких-либо физических столкновений. Там, в городе, драка идет полным ходом, поскольку рыцари распространяют белок повсюду, сражаясь с королевскими войсками. Королевские войска не могут сравниться со святыми рыцарями, и их топчут, когда внезапно появляется Сол со своей бандой и немедленно останавливает рыцарей на месте. Их следы. Тем временем фармацевтическая компания наконец возвращается в город и, поднявшись на колокольню, обнаруживает, что инфекция уже начала распространяться. Он внезапно замечает несколько маленьких точек и обнаруживает, что белка-летяга все еще движется, распространяя болезнь повсюду. Он внезапно замечает своего отца и спускается вниз, чтобы встретить его, после чего они оба направляются к главным воротам, где Сэл задержался
собирал раненых и больных рыцарей. Он расспрашивает их об их намерениях, и рыцари утверждают, что они были вынуждены сделать это, потому что сумасшедший захватил их остров и уничтожил их. Он пригрозил уничтожить все свое население, если рыцари не будут выполнять его приказы. Отец Фармы спрашивает, зовут ли этого человека Кэл, и они немедленно соглашаются, но прежде чем они успевают сообщить что-либо еще, они заболевают и умирают на месте. Отец Фармы приказывает сжечь их, и пока о них заботится. Фарма испытывает странные чувства и оборачивается и замечает парня на крыше здания, который выглядит очень мрачным и призрачным. Фармацевт немедленно сообщает своему отцу, что он возвращается в аптеку, так как у него появилось зловещее предчувствие. А тем временем Лот заходит в аптеку вместе с Седриком, чтобы купить какие-нибудь мужские лекарства. Они поднимаются на первый этаж, где Лот внезапно оборачивается и видит, что парень в капюшоне ударил Седрика ножом в спину. С другой стороны, Фарма и его отец оба добираются до аптеки, и он замечает, что темная фигура находится внутри здания. Они немедленно врываются внутрь только для того, чтобы обнаружить Лота и Седрика, истекающих кровью в углу, в то время как темная фигура маячит рядом с ними. Отец Фармы немедленно нападает на Кэла, который блокирует атаки, прежде чем повернуться, чтобы показать свое омерзительное лицо. Фарма немедленно бросается к своим друзьям и понимает, что это не просто обычная ножевая рана, так как кровь была отравлена. Пока его отец сражается с коровой, Фарма пытается определить яд и пытается удалить его, но только для того, чтобы понять, что в их теле находится множество ядов, и приступает к делу. Вылечите их одного за другим. С другой стороны, его отец терпит поражение от своего бывшего друга, который вышвыривает его, прежде чем отправиться в фарму к своим друзьям. Он пытается создать еще один смертельный яд, но фармацевт удаляет соединение, прежде чем ударить его по лицу усиленной магией. Они падают со здания, и Фарма бьет Коу своей палочкой, оставляя его неподвижным, прежде чем нанести удар ножом в грудь, что приводит к его немедленной смерти. Все радуются, и через некоторое время они также могут контролировать распространение черной смерти, и медленно, но верно, все возвращается на круги своя. Королева объявляет, что эпидемия закончилась. Фармацевт возвращается в свой магазин